ООН поздравила Иран с исламской революцией. Иск за принуждение к МАКСу. Скончался Александр Доценко. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 21 февраля, 14:30. Протесты в Иране продолжаются. Телеграм-канал Кианны Мелли-1 сегодня утром рассказал о протестах жителей в городе Абданан на западе Ирана и о перекрытии улиц и протестах студентов в Тегеране. 15 февраля новостное агентство HRANA сообщило о 6,5 тысячах подтвержденных случаев убийства протестующих, расследование о еще почти 12 тысячах случаев, почти 26 тысячах раненых и более 53 тысячах арестов за 50 дней протестов. Тем временем на 64-й сессии Комиссии по социальному развитию ООН подтвердили курс на повестку 2030. Помимо искоренения бедности и социальной интеграции, также занимались продвижением гендерного равенства и борьбой с насилием. На следующую сессию избрали председателем Стефана Герра от Португалии, а одним из двух вице-председателей Аббаса Таджика от Ирана. 11 февраля на пресс-брифинге пресс-секретарь генерального секретаря ООН подтвердил, что генеральный секретарь Антонио Гутерреш поздравил Иран с годовщиной победы Исламской революции в письме президенту Масуду Пезешкиану. 10 февраля Роскомнадзор подтвердил целенаправленное замедление и ограничение мессенджера Telegram. 19 февраля на YouTube-канале «А если честно» представитель Союза родителей «Вместе» и Союза педагогов призвания Юлия Гивелюк и юрист Татьяна Аввакумова рассказали о коллективном иске к мессенджеру МАКС. В Вологодской области судья уже вынесла постановление, что запрещено принуждение людей к МАКС, и они хотят добиться того же на федеральном уровне. Юлия рассказала, что заместитель министра, с которой они разговаривали, отрицает принуждение к его использованию так: «Нам в министерстве сказали зарегистрироваться, мы зарегистрировались, никто нас не принуждал». 11 февраля вещательная компания Deutsche Welle сообщила, что Казахстан согласился экстрадировать в Россию активистку Юлию Емельянову по делу о краже телефона, хотя ее заявление на политическое убежище еще рассматривается, и правозащитники считают преследование политически мотивированным. 19 февраля издание «Медиазона» сообщило, что после инфаркта из-за осложнений в путинском ГУЛАГе скончался политзаключенный художник-ювелир Александр Доценко. Их с женой приговорили к 3 и 3,5 годам колонии и поселения из-за жестких антипутинских листовок в магазине, авторство которых они отрицали. 24 февраля в 6 часов вечера, в 4-ю годовщину того, что российская армия по приказу Путина, узурпировавшего власть в России, начала полномасштабную войну в Украине, приходите к посольству России в Лиссабоне. Мы не признаем эту власть легитимной и требуем отставки и вывода войск с территории Украины, включая Крым. Россия не их собственность. Объединяйтесь, стройте свои сообщества и поддерживайте тех, кто сопротивляется.